Приветствую всех зрителей на канале Панцергренадера. В этом видео мы продолжим рассматривать знаки различия вермахта, а именно петлицы, нарукавные нашивки для камуфляжной униформы и нарукавные знаки специалистов. Все воинские звания в вермахте делились на 5 основных составов. Маншафтен – рядовой состав. Сюда входили звания от шутца до штабсгефрейтора включительно. Унтер-офицерский состав включал в себя звания от унтер-офицера до штабсфельдфебеля. Обер-офицеры, то есть младший офицерский состав. Сюда входили звания от лейтенанта до гауптмана. Штабс-офицеры – это старший офицерский состав. Звание от майора до оберста. Высший офицерский состав, то есть генеральский. Сюда входили все звания от генерал-майора до фельдмаршала. Основными знаками различия в вермахте были погоны и нарукавные нашивки. Однако свою роль играли и петлицы, которые нашивались на воротник. По ним можно было определить чин и род войск военнослужащего. Петлицы рядового и унтер-офицерского составов представляли собой темно-зеленые параллелограммы, на которых серебристой нитью вышивались 2 скошенные катушки. Вдоль оси каждой катушки цветной нитью ткались полоски в соответствии с ваффенфарбе военнослужащего. Таким образом, по цвету полос можно было определить род войск. Для отличия рядовых солдат от унтер-офицеров, последние обшивали нижний и передний край своего воротника серебристым галуном. Петлицы обер-офицеров и штабс-офицеров имели схожий рисунок, только катушки были короче и толще. На полевой униформе они шились на клапанах темно-зеленого цвета, а на парадной – на цветных в соответствии с ваффенфарбе. В последнем случае полоски вдоль катушек утрачивали свой цвет. Генеральские петлицы, вне зависимости от рода войск, были единого образца и шились на клапана алого цвета. Узор стилизованного дубового листа наносился исключительно золотой нитью. В апреле 1941 года для генерал-фельдмаршала были введены удлиненные петлицы, похожие по внешнему виду на генеральские, только орнаментных фрагментов стало не 2, а 3. Помимо петлиц и погонов, фельдмаршал имел свой особый знак различия – маршальский жезл. Он представлял собой цилиндр длиной 30 см и диаметром 4,5 см. Изготавливался из ценных пород дерева и богато украшался золотыми орнаментами. Единого образца жезла не существовало. Для каждого свежеиспеченного фельдмаршала художники и ювелиры разрабатывали уникальный образец жезла. После смерти военнослужащего жезл становился семейной реликвией. Отдельно стоит сказать за знаки различия солдат, служивших в танковых войсках. Петлицы были выполнены из черной ткани в форме скошенных параллелограммов. По краям имелся цветной кант, указывающий на род войск. Например, желтый – связист, алый – военнослужащий самоходной артиллерии. В центре петлиц крепилась штампованная эмблема из белого металла в виде черепа со скрещенными костями. Эта эмблема указывала на преемственность традиций танковых войск вермахта и черных гусар армии Фридриха Великого. От эсэсовского знака данная эмблема отличалась отсутствием у черепа нижней челюсти. Буквально пару слов о жаргонных немецких выражениях. Солдат-новобранцев в немецкой армии называли барсуками. Бывалых солдат старыми или фронтовыми зайцами. Ветеранов старыми костями. Теперь снова вернемся к погонам и рассмотрим, как выглядели эти знаки различия у кандидатов на присвоение следующего звания или даже чина. Шутце или обершутце, который в скором времени должен был стать гефрайтером, носил поперек погонов в нижней части шнур того же цвета, что и окантовка. Гефрайтер, кандидат на присвоение звания унтер-офицер, на этом же месте погонов носил нашивку из одного ряда алюминиевого галуна. Унтер-офицер, который проходил обучение на офицера, носил поперек погонов уже 2 ряда алюминиевого галуна. Выпускник офицерского училища, то есть оберфенрих, ожидающий присвоения звания лейтенант, носил погоны оберфельдфебеля с поперечной нашивкой из 2 рядов алюминиевого галуна. Погоны и петлицы использовались в качестве знаков различия только на полевой и парадной униформе. Для камуфляжного и зимнего обмундирования была разработана специальная система нашивок. Солдаты рядового состава носили те же нарукавные знаки различия, что и обычно. Все остальные, военнослужащие от унтер-офицера до фельдмаршала, использовали нашивки, сочетающие в себе горизонтальные полосы
и двойные дубовые листья с желудями. Нашивки носились на обоих рукавах униформы выше локтя. Нашивка унтер-офицера. Одна горизонтальная полоса зеленого цвета. Унтерфельдфебеля – 2 полосы. Фельдфебеля – 3 полосы. Оберфельдфебеля – 4 полосы. Штабсфельдфебеля – 5 полос. Не очень оригинально, зато практично. У офицеров на нарукавных нашивках уже появляются двойные дубовые листья. Расцветка та же. У лейтенанта одна горизонтальная полоса и одни дубовые листья. У обер-лейтенанта 2 полосы и одни листья. У гауптмана 3 полосы и одни листья. У майора одна горизонтальная полоса и 2 дубовых листьев. У оберст-лейтенанта 2 полосы и 2 листьев. У оберста 3 полосы и 3 листьев. Нарукавные нашивки для камуфляжной униформы генеральского состава имели желто-золотистый цвет. У генерал-майора одна горизонтальная полоса и одни дубовые листья. У генерал-лейтенанта 2 полосы и одни листья. У генерала рода войск 3 полосы и одни листья. У генерала-оберста одна широкая полоса с вышитыми на ней 3 серебристыми звездами и дубовыми листьями сверху. У фельдмаршала одна широкая полоса с вышитыми на ней скрещенными жезлами и дубовыми листьями сверху. Изучение знаков различия вермахта завершим нарукавными знаками специалистов. Данные нашивки носили на правом рукаве полевой куртки военнослужащие рядового и унтер-офицерского составов, прошедшие специальную подготовку. Знаки имели круглую форму диаметром 5 см. Литеры и узоры на них вышивались золотисто-желтой ниткой. Первый знак специалиста носил голубевод из подразделения голубинной почты. Второй знак принадлежал фейерверкеру из службы артиллерийского снабжения. Третий знак предназначен для фельдфебеля крепостного строительства. Четвертый знак носил фельдфебель крепостной инженерной части. Пятый знак предусмотрен для унтер-офицера, заведующего армейским имуществом. Шестой знак принадлежал унтер-офицеру химической защиты. Седьмой знак носил связист-механик. Восьмой знак нашивался младшему полковому седельному мастеру. Девятый знак принадлежал заведующему техническим имуществом. 10-й знак предусмотрен для войскового седельного мастера. 11-й знак принадлежал унтер-офицеру, кандидату на должность казначея. 12-й знак носил крепостной фельдфебель. 13-й знак предусмотрен для заведующего артиллерийским складом. 14-й знак носил заместитель старшего кузнеца. 15-й знак принадлежал кузнецу-инструктору. 16-й знак предусмотрен для ветеринара. 17-й знак предназначен для санитара. 18-й знак носил оружейный мастер. И, наконец, 19-й знак принадлежал радиотехнику. В августе 1944 года был введен знак снайпера. Серый овал с вышитыми на нем черной головой орла с желтым клювом, зелеными дубовыми листьями и желудем, носившийся на нижней части правого рукава и занимавший промежуточное положение между квалификационным и наградным знаками. За 20 удачных выстрелов присваивался знак без окантовки, за 40 и более с серебристой окантовкой, за 60 с золотой. Примечательно, что в конце войны снайперы старались избавляться от этого знака, так как боялись попасть в плен и быть расстрелянными на месте. Несколько слов стоит сказать о национальной эмблеме, которая была введена в 1934 году и была обязательной к ношению на всех видах армейских головных уборов и мундирах. Эмблема представляла собой орла с распростертыми крыльями, сжимавшего в когтях венок из дубовых листьев со свастикой в центре. Солдаты вермахта носили ее с правой стороны над нагрудным карманом, а солдаты СС на левом рукаве выше локтя. У фельдмаршалов и генералов эмблема была позолоченной, у офицеров и рядовых солдат посеребренной. На этом у меня все. Рекомендую посмотреть другие видео на канале про систему воинских званий вермахта и Waffen-SS. Также я создал канал в Телеграме, где публикую редкие фото и интересные истории о выдающихся танкистах, летчиках и военачальниках. Советую подписаться на него. Спасибо за внимание.